Приветствую всех на моем канале. Сейчас поговорим о синтаксисе в поисковой системе DuckDuckGo. Благодаря этому видео вы сможете делать запросы в DuckDuckGo более продуктивными. Ну что ж, давайте приступим и поговорим о поисковых операторах. Вот так это выглядит таблица. И прежде всего хочу вам показать поиск дословного результата. То есть поисковой запрос должен полностью совпадать с тем, что вы ищете. Это делается очень просто в кавычках записываем ваш запрос. Ставим кавычки и пишем, например, «Как готовить блины». Нажимаю Enter, и мы ищем «Как готовить блины». И вы можете видеть, что ищутся именно те сайты, там где есть точное совпадение «Как готовить блины». Вот, «Как готовить блины». «Как готовить блины». Совпадение выделяется жирным. Также вы можете использовать эту функцию для поиска, например, паролей. Свой придуманный пароль вы можете вот так вот писать и видеть. Если ваш запрос выдал какие-то результаты, значит ваш пароль плохой. Ну а вот такой вот пароль довольно хороший. Это мнемонический пароль, которым я всем советую пользоваться. Ну, я имею в виду не конкретно этим, но просто пароль, который легко запомнить, но который содержит очень много символов. Итак, следующий поисковой оператор полезен, когда мы хотим найти какое-то слово, но хотим, чтобы в запросах было меньше другого какого-то слова. Например, ищем кошек и хотим, чтобы в поисковой выдаче было меньше сайтов со словом «собаки». Вот такая вот поисковая выдача. И как вы видите, в основном мы видим только слова cats, но не видим собак. Если же мы ищем просто cats и не пишем -dogs, то все-таки в поисковой выдаче появляются собаки. Но также мы можем захотеть, чтобы в нашем поиске было больше результатов со словом собаки. Поэтому мы пишем вот здесь вот cats плюс dogs и смотрим, что у нас вышло. Как вы видите, теперь аж 43 сайта содержат слово dogs. Ну, точнее, 43 слова найдено на этой странице docs. Кроме этого, мы можем искать определенные файлы. Например, файлы PDF. Также можно искать doc или docx, XLS, PPT и HTML. Ну что ж, давайте поищем PDF-файлы про язык программирования Python. Ввожу Python, и как вы видите, я получаю список PDF-документов с программированием на языке Python. Вот так вот. И тут разные инструкции и так далее. Задания. Также вы можете делать запросы для поиска только на определенных сайтах. Это все выглядит вот так вот. Например, пишем «полезные боты Telegram», и дальше я ввожу сайт _Telegraph. И как вы видите, мне в поисковой выдаче выдается именно Telegraph сайты. Я могу зайти на какой-то из них, и вот тут вот такой интересный список. Кроме этого, я могу исключить какой-то сайт из поисковой выдачи. Например, если я хочу найти зебра, но при этом не хочу получать результаты с сайта zebra.com, тогда я пишу -сайт и пишу zebra.com. Как вы видите, теперь сайт zebra.com просто исчез из поисковой выдачи. Также вы можете искать результаты только в заголовках. Для этого нужно написать in title, двоеточие и требуемый запрос. Поможет, если я помню заголовок какой-то статьи, но при этом не помню, на каком же сайте я видел эту статью. Я тогда пишу 6 научных фактов о мозге и нахожу как раз то, что мне нужно. На протяжении 34 минут я вам тут что-то рассказывал, но, к сожалению, я поставил на паузу запись видео, и поэтому ничего не записалось. Поэтому кратко расскажу, потому что я уже очень устал. Кратко расскажу вам еще некоторые операторы. Это in_URL. Вы будете искать, например, в ссылке, захотите найти там 5 букв А. Тогда вы пишете in_URL AA, ну 4 пусть будет. Но, к сожалению, не совсем оно хорошо работает в DuckDuckGo, зато работает в Google. И чтобы перейти в поисковую выдачу Google, вы вводите Bang, восклицательный знак G, и видите 4 буквы А именно в ссылках. Вот, внутри ссылки выводится вот так вот.
4 буквы А, и не обязательно в самом домене. Вот 4 буквы А, 4 буквы А, то есть это работает в Гугле. Кроме этого, вы можете использовать обратный слэш и запрос для того, чтобы перейти на самый первый результат, который выведется у вас в выдаче. Например, закон Ньютона. Как вы видите, да, я не написал обратный слэш. Законы Ньютона, например. Вот эта ссылка, она первая. Если же я введу законы Ньютона вместе со слэшем обратный слэш законы Ньютона, то я сразу перейду на первую ссылку, которая у меня вышла. Вот здесь вот она. Вот, то есть сразу открывается страница Википедии, потому что она первая в поисковой выдаче. Также можно использовать бенги, их очень много, их около 13 тысяч. Это я вам показывал, как добавлять свои бенги в DuckDuckGo. Как вы видите, я ищу по бенгам, вот такая вот ссылка duckduckgo.com/bang и short. Ищу bang short. Вот этот бенг, к сожалению, не работает, и это нормально, что не все бенги будут работать. Но, например, вот этот бэнг работает, только не очень. А вот этот я захотел удалить, поэтому я нажал Update an existing bank, ввел go-to и попросил удалить, потому что я не могу создавать свои ссылки с помощью Google, потому что эту функцию они уже убрали. Как вы видите, я должен быть, наверное, разработчиком гугловским, чтобы использовать эту функцию. Не знаю, что я им должен. Так что, если я хочу искать, например, в Гугле, я просто ввожу восклицательный знак G и какой-то запрос. Также я могу, например, захотеть перевести, вот уже мне подсказали, с английского на русский, например. Я ввел UTKG, это типа неправильно, но это IN английское и RU английские. Но даже так я могу ввести какой-то разработчик. Да, конечно, это я с английского хочу перевести на русский, а это не будет работать. Нужно с русского на английский. Вот так вот. И пишу разработчик. Как вы видите, меня перенаправляет на страницу Google перевода и переводит разработчик на developer. Это очень удобно. И таких вот запросов может быть множество. Например, в Википедии я просто ищу W и рекурсия. Показываются результаты. И вот самый первый термин рекурсия. Но кроме бэнгов вы можете еще использовать мгновенные ответы. Например, чтобы сгенерировать QR-код, вы можете просто написать QR и инфозебра. Вот так вот сразу генерируется QR-код. И вот если его расшифровать, то это будет именно вот это слово. Кроме этого, можно смотреть, что спрятано за сокращенными ссылками. Например, Bitly, сервис для сокращения ссылок. И, например, Facebook. Но, по-моему, оно заблокировано. Да, warning. То есть там какое-то нарушение, наверное, было. Вот если Python, то, как вы видите, открывается вот такая вот ссылка, и она расшифровывает сокращенную и показывает длинную. Все это делается с помощью сайта unshortened.me. Здесь вы можете много всяких сократителей ссылок расшифровывать. goo.gl, FBME, Twitter и так далее. Вот, то есть бэнгов этих 13 тысяч и есть из чего выбирать. Ну и также Instant Answers, duck.co/ia. И вот тут вот, например, Python Cheat Sheet. Очень много. Вот как вы видите, действительно 1230, ну почти 4. Python Cheat Sheet. И оно мгновенно мне выводит всякие функции Python.
Также можно ввести 2048 и сразу здесь вот поиграть в игру, которая убьет время драгоценное. Короче, слился очень быстро. Ну и пора заканчивать видео. Надеюсь, оно было для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!